поклевка. На тесто карасик клюнул. А такой боец. Поклевка, поклевка есть. Хороший карасик. Ух, какой. Ребята, всем привет! Ну вот уже и конец мая. У нас недели две были заморозки. Днем было 10 градусов максимум. Рыба вообще не ловилась. Да и выезжать в такой холод не особо хотелось на рыбалку. А вот уже где-то примерно дня 4 или 5 дней, как установилась хорошая погода, потеплело. Днем бывает даже до 23, до 25 градусов тепла. Ночью 10-12. Отличная погода. Ветер умеренный. И я, как только установилась погода, решил поехать попробовать половить карпа. Был на 3 водоемах. Увидел только одну поклевку. И я подумал и решил, выйду я, наверное, порыбачу опять на карасика. Может, линя удастся поймать. А на карпа уже тогда попозже, когда закончится нерестовый запрет. На лодочке с боковым кивком. Приехал я порыбачить на большой водоем, водохранилище. Заехал в его самое начало водоема. Там, где заросшее все кувшинкой. И начну с этих мест поиски рыбы. Рыбачить сегодня буду на поплавочной удочке. Из наживки буду использовать манку, тесто, которое я сам лично сделал. Ну и, конечно же, взял с собой червей, не без этого. Ну а там в ходе рыбалки будет видно, на какую лучше сегодня ловить его наживку. Иду к своему месту, где буду рыбачить. И тут вдоль дороги земляника растет. Уже зацвела. Скоро будем кушать землянику. Комаров куча. Вот я и дошел до своего места, где сегодня буду рыбачить. Я уже сюда частично вещи перенес. Рыбачки тут понабрасывали всяких палочек, досточек. Вон там впереди видно кувшинки. Вот я в кувшинках и хочу попробовать половить крупного карася. Карась у нас уже практически оттерся, но он не сразу трется волнами. Но основная волна нереста уже прошла. Так и надо видно, где кое-где в камышах там он то там плещется. Но массово уже он оттерся.
и, наверное, болеет немножко. Но, думаю, с десяток карасей поймаю точно. Кстати, когда ездил на карпа, карп тоже пошел на терку. Может, из-за этого и он пока не берет. Не хочет клевать. Взял, ребята, с собой крем. От мошки, от комаров. Это самый дешевый крем для лица. Я туда добавил 2 пачки ванилина. Ну, примерно на 30 грамм крема. О. И так будет намного лучше. И теперь комары нам не страшны. От мошки вообще помогает капитально такой крем. Так, ну что, ребята, пора делать забросы. Сегодня буду ловить на растительные наживки, как я вам уже говорил. Вот тесто, которое я сам лепил. Такое светло-коричневое. Сюда входит вареное пшено, кукурузная мука, чуть-чуть манки для вязкости. И все. И хотел соврать вам, видите? И магазинная прикормка с запахом кукурузы. Основа этого теста вареное пшено, а остального добавляете по чуть-чуть совсем. Манная болтушка. И купил также в магазине пенотесто. Не знаю, ни разу на него не рыбачил. Взял просто так посмотреть, будет на него что ловиться, не будет. Но начну рыбалку я с манки и с теста. Так. Кремом намазался, сразу ни одного комара. Летают вокруг, но не садятся, не кусают. Вот такие я буду насаживать горошинки из теста. Так, делаем первый заброс. Так, а теперь намотаем тесто. Давно не ловил на него. И не сразу все получается. Вот. Какая красотень. Поклевка. Поклевка. Завел куда. Только чай пошел попить. Сразу поклевка, ребята, на тесто. На тесто карасик клюнул. Опа. Вот такой боец. Первый карась есть. Так. Сундучек. Отлично. Только забросил снасти. Вышел на берег попить чая.
Пока камеру настроил основную. Смотрю, поплавок сразу пошел. Где-то минут, наверное, 5 прошло, как забросил снасти. Карась, правда, такой ладошечный, чуть больше ладошки. Не огромный прям. Но уже вселяется какая-то надежда, что сегодня будет хороший день. Я имею в виду в плане рыбалки. Ух, какой карась вывернулся. Как раз возле поплавка. Поклевка, поклевка, поклевка. Опять на манку. И опять, когда я пил чай. Что ты будешь делать? Это небольшой карась, правда. Пока клюют только небольшие караси. Первый раз, когда я поймал карася, я пил чай на берегу. Только забросил снасти. Поклевка. Достал карася. Потом прошло, наверное, минут 15-20 сидел я. Поклевок нету, что-то там дергало по чуть-чуть. Думаю, пойду еще попью чая. Может, где-то даже полчаса прошло. Вышел только на берег. Смотрю, опять поклевка. Как закон подлости. Но, слава богу, всех карасей достал. И первого, и второго. Водит, водит. Ой, есть карасик, еще один. Так. Вот такой боец. Опять на манку. На маночку. Водит, водит. Есть. Ой, хороший, хороший карась. Так. Дорогенький. Опа. Вот такой жучара. Поклевка, поклевка есть. Хороший карасик. Ух, какой. Опа. Это Карасевич, ребята. Это Карасевич. Смотрите, какой бандит. Вот это вот. Постоянно, как достаю удочки, всегда вот эти водоросли достаю. Вот такими водорослями усеяно все дно.
поклевка. Есть еще один красавчик. Хороший. Так, иди сюда, дорогенький. Ой. Вот такой карасевич. Круглый красавец. Отлично. Так, опа. Снасть далеко не забрасываю, потому что там за поплавками чуть дальше там на дне очень много водорослей. А тут поменьше, ближе к берегу. Подул ветерок. Появилась волна. Там на середине озера вообще волна огромная. Сегодня, кстати, по прогнозу стоит ближе к обеду гроза. Дождь и так далее. Сильный ветер. И пока никаких признаков. Но все может быть. Клев у карася сегодня умеренный. Не такой, конечно, как раньше был. До нереста. О, поклевка. Поклевка, ребята. Поклевка, с вами разговаривал, и поклевочка. Давай сюда, дорогой. И еще один красавчик. Это небольшой. Небольшой, но жирный. Манка с утра работает хорошо. А эту сейчас проверим. Манка быстро слезает с крючка, поэтому проверяю каждые минут 15 наживку я. То ее мелочь сбивает, то вообще она сама по себе сползает, наверное, не знаю. Мне сегодня с утра так и везет с поклевками. То чай пью, поклевка, то с вами разговариваю, поклевка. По-моему, опять клюет, или это ветер. Туда-сюда поплавок ходит. Так, поклевка. Поклевка опять. Да что такое? Не дает карась с вами поговорить нормально. Ты специально, Карасевич, так делаешь, наверное. Ну, иди сюда. Ух и хитрюга. Думал, я тебя не поймаю, если занят. Когда разговариваю с подписчиками. Попался все равно. Опа. Есть еще карасик. Это небольшой карась. Небольшой карась по сравнению с предыдущими, но на жареху пойдет. Начинаю понемногу раздеваться. И сейчас уже, наверное, да в тени, наверное, градусов 20 точно есть. Карась
Клюет то на тесто, то на манку. То на манку, то на тесто. Вот так вот. Когда как. Ветер становится все сильнее. Скорее всего, скоро нагонит тучи, обещанные по прогнозу. Ой, смотрите, какая туча идет. Там он видно вдалеке дождь. О, гром. Есть. Опа. Такой малыш. Вот вам и рыбалка. Пошел дождь. Сначала был ветер такой сильный. Волна сантиметров, наверное, 30 в высоту. Я вышел на берег. Одел плащ. Сижу, жду, когда перестанет дождь. И хотя бы ветер немного стихнет. Поплавки накрывает прям сверху волной. Вроде бы и туча небольшая. Но делов наделала. Будь здоров. Дождик перестал. Перезабросил удочки. И сразу поклевка на правую удочку на тесто. Но туча еще стоит вот. Как раз напротив меня. Там молния бывает еще мигает. Опа, есть, ребята. Уа. Вот так, иди сюда, дорогой. Еще один карась. Хороший. Хороший карасик. Опа. Вот такой барбос. Барбосище. Может сейчас после грозы, дождя клев начнется суперский. Не знаю, посмотрим. Но сразу, как только закончился дождь, забросил снасти и сразу поклевка. Буквально через 3 минуты. Опа! Есть карасик. Карасевич. Караси все крупные, хорошие. Ну, какой толстый карась. Поклевки у карася на тесто какие-то такие интересные. Чуть-чуть поплавок притопило, и потом может сразу, а может спустя там секунд 5-10 только фух, и поплавок ушел на дно. Резко. Если где-то зазевался, отвлекся, все, поклевку прозевал, считай. Есть. Давай, дорогенький, сюда. Опа. Вот такой красавчик. Вон там вдалеке, видите, плывет утка с маленькими утятами. Дикая. Уже повыводились, ничего себе. Красавцы. Сколько их там? Наверное, раз, два, три, 4, штук 10. Поклевка, ребята.
Есть. Куда ты? Угу. Давай сюда, дорогой. А вот и на манку клюнул. Вот такой пассажир. А ну, плавники растопырь. А, красавчик. Небольшой. Опа. Это, наверное, один из самых маленьких карасей, которых я сегодня ловил. Малеча. Что в них на плавниках вот такое вот красное. Никто не знает, что это. Такие пятна красные. Может, клещ какой-то. Я в этих болячках рыбьих особо не разбираюсь. И довольно-таки часто попадаются с такими красными пятнышками караси. Уже 2 часа дня, ребята. 3-й час. Вот это я сегодня, конечно, дал. Я обычно так долго не рыбачу. Но это такой водоем, где карась ловится иногда даже лучше днем, чем с самого утра. Но сегодня, правда, клевал он с самого утра и постоянно, периодически. Были, правда, иногда перерывчики, особенно когда грозовые тучи пришли, поднялся ветер сильный. Тогда, конечно, ничего не клевало, или может и клевало бы, но поплавков даже не видно было из-за волны. Хорошо сегодня я порыбачил, рыбалка мне понравилась. Карась попадался разный, и хороший такой грамм по 500, по 600, и небольшие карасики грамм по 200. Клевала рыбка сегодня с самого утра на манку, а к обеду уже больше на тесто. И на тесто попадались покрупнее караси, кстати, чем на манку. Не знаю из-за чего, может просто совпадение, но факт есть факт. Буду собираться домой понемножку. Рыбки мне хватит, килограмма 3 точно поймал. Удочки себя зарекомендовали по полной программе. Не могу ими налюбоваться, не могу этими удочками. На эти удочки тащишь карася грамм на 300, такое ощущение, как будто там рыбина на килограмм, наверное. Ощущения непередаваемые. Ставьте, ребята, лайки, делайте репосты видео. Всем пока!